Здравствуйте, все! Недавно одна женщина сделала очень серьезное заявление во время прямой трансляции под названием «Лупей Син Фильтрос». Она открыто заявила, что хочет принести кислоту на концерт BTS, чтобы навредить Тэхёну. Это заявление было не просто обычной угрозой жизни, это была реальная угроза жизни Тэхёна и поставила под угрозу безопасность всех присутствующих на концерте. Ее ненависть достигла крайнего и опасного уровня. Тэхён не заслуживает таких угроз просто потому, кто он есть, и из-за естественной связи, которая существует между ним и участниками группы, особенно с Чонгуком. Отношения между Тэхёном и Чонгуком всегда были особенными, с самого детства их часто видели вместе, они переживали важные моменты и поддерживали друг друга в различных ситуациях. Чонгук постоянно проявляет особую привязанность к Тэхёну, он постоянно заботится о нем, волнуется за него и убеждается, что с ним все в порядке. Искренняя связь между ними вызывает восхищение у многих, однако, кажется, это также беспокоит некоторых, кто не может принять их естественную химию. Забота и защита друг друга очевидны любому, кто внимательно наблюдает. К сожалению, у женщины, угрожавшей Тэхёну, есть история проблемного поведения. Ранее она жаловалась корейскому послу в Мексике и сфабриковала доказательства, обвинив его в подстрекательстве к преследованию других участников группы. Все эти действия были совершены исключительно потому, что Тэхён присутствовал и, естественно, общался со своими поклонниками. Такое поведение демонстрирует опасную одержимость желанием любой ценой навредить имиджу Тэхёна, это совершенно неоправданно и отражает тревожный образ мышления, который необходимо немедленно изменить. То, что сделала эта женщина и другие люди с подобным образом мышления, выходит далеко за рамки простого предпочтения одного участника группы. Они превратили личные предпочтения в иррациональную ненависть, которая приводит к желанию причинить кому-то физический вред. Тэхён ничем не заслужил такой ненависти, он просто живет своей жизнью, создает музыку и поддерживает естественные отношения со своими коллегами по группе, особенно с Чонгуком. То, как Чонгук относится к Тэхёну, и то, как Тэхён реагирует на внимание, демонстрирует настоящую и глубокую связь. Поэтому руководство BTS должно немедленно принять решительные меры, они не могут игнорировать прямые и опасные угрозы подобного рода. Их обязанность обеспечить безопасность всех участников группы, особенно когда публично высказываются угрозы насилия. Тэхён и Чонгук годами связаны особой связью, отношения, которые развивались естественно и спонтанно. Чонгук часто демонстрировал явное восхищение Тэхёном, эта связь не должна быть катализатором ненависти, тем более угрозой. Эта ситуация очень серьезна и требует немедленного внимания. Тэхён заслуживает того, чтобы чувствовать себя в безопасности, где бы он ни находился, без страха перед теми, кто желает ему зла. Отношения, которые он разделяет с Чонгуком, естественны и прекрасны, это то, что следует приветствовать, а не использовать как повод для ненависти. Чонгук неоднократно демонстрировал свою привязанность к Тэхёну, эта спонтанная связь никогда не должна быть источником конфликта, тем более угрозой для жизни. Когда многие смотрят видео, где Тэхён держит ручку, трудно не связать его с фирменным нарядом Чонгука из эпизода Run BTS. Сходство между этими двумя моментами настолько поразительно, что становится ясно, это не просто совпадение. Связь между Тэхёном и Чонгуком крепка и реальна, она продолжает проявляться в их небольших действиях, жестах и решениях, даже в деталях, которые часто остаются незамеченными. Эта связь не нова, напротив, она развивалась и укреплялась на протяжении многих лет, став одними из самых значимых отношений в группе. Они естественным образом отражают друг друга, как две половинки одного целого, дополняя и поддерживая баланс. Концепция Type V, созданная Тэхёном, демонстрирует не только его невероятную креативность, но и внимание к мельчайшим деталям. Интересно, что во многих выражениях и видениях этого проекта Тэхён, кажется, включает элементы, очень характерные для Чонгука. За эти годы мы стали свидетелями того, как они перенимают выражения лиц, жесты и взгляды друг друга, словно зеркало. Эта динамика демонстрирует, что их отношения выходят за рамки профессиональной деятельности и переходят в гораздо более личную и глубокую сферу. В одном из эпизодов шоу Run BTS их взаимодействие особенно показательно.
Тэхён, кажется, не может оторвать глаз от Чингука, даже когда Джин выбирает наряд Чингука, его природное обаяние все равно сияет. Самый значимый момент наступает, когда Тэхён тайком пытается сфотографировать Чингука, не подозревая, что камера подключена и проецирует изображение на большой экран. Когда другие участники замечают его действия, смущенная реакция Тэхёна лишь подчеркивает силу его чувств. Этот момент доказывает, что настоящую привязанность практически невозможно полностью скрыть. На тех же кадрах мы видим, как они сидят близко друг к другу на диване, рука Чингука естественно лежит за спиной Тэхёна, а Тэхён удобно расположился у него на плече. Эта близость создает ощущение интимности и доверия, то, что существует только между двумя людьми с очень особенной связью. Наиболее примечательно развитие отношений Тэхёна и Чингука. В отличие от многих отношений, которые со временем угасают, их отношения становятся глубже и крепче с каждым днем. Каждый взгляд, каждый жест и каждый момент, проведенный вместе, раскрывают новый слой подлинной и прочной связи. То, что их объединяет, выходит за рамки обычного определения дружбы, это проявляется в действиях, которые говорят громче слов. Эти отношения построены на взаимном уважении, глубоком понимании и связи, которая, кажется, предназначена быть вечной. Чингук, в частности, выражает свои чувства через небольшие действия, жесты, которые могут быть простыми, но наполнены смыслом. Со временем их отношения развиваются. Чингук, который когда-то так восхищался Тэхёном, теперь стоит с ним на равных, словно два идеально слитых кусочка. Тэхён учит его свободе, а Чингук оказывает поддержку с редкой интенсивностью и преданностью. Вместе они дополняют друг друга, даже в тишине связь ощутима. На фоне славы BTS и внимания мировой общественности они сохраняют подлинную связь. В индустрии часто полной фальши, то, что у них есть, кажется настоящим и ценным. Каждый раз, когда Чингук ищет Тэхёна посреди многолюдного концерта, или Тэхён шире улыбается, услышав что-то от Чингука, мы становимся свидетелями чего-то редкого. То, что объединяет Тэхёна и Чингука, можно увидеть и почувствовать не через громкие заявления, а через мелкие детали. В этом и заключается доказательство их связи, отношений, которые развиваются со временем, становятся крепче и, что наиболее важно, очень реальны. На фоне этой тревожной ситуации солидарность фанатов стала еще более очевидной. Многие объединились, чтобы подтвердить, что ненависти нет места в музыке или фандоме. Поток поддержки Тэхёна демонстрирует, что любовь и сочувствие по-прежнему намного сильнее угроз, что голос большинства никогда не совпадет с насилием или разрушительной одержимостью. Сам Тэхён известен как мягкий, вдумчивый и теплый человек, тот, кто выражает себя через искусство, музыку и мелкие, значимые детали. Каждое его произведение несет в себе след эмоциональной честности, он никогда не навязывает свою личность, а позволяет себе расти таким, какой он есть перед миром. На протяжении всего этого пути Чингук был постоянным присутствием, не просто как участник группы, а как человек, который понимает Тэхёна без лишних слов. Их близость строится со временем, благодаря общим переживаниям и бережному доверию, чему-то, что нельзя сфабриковать или подделать ради простого имиджа. Многие мелкие моменты показывают, как Чингук рефлексивно создает для Тэхёна безопасное пространство, будь то короткий взгляд, поза тела или молчаливое внимание в толпе. Эти жесты могут показаться простыми, но для тех, кто понимает невербальное общение, их смысл ясен и неизменен. Тэхён реагирует на внимание так же естественно, он не пытается сдерживаться или создавать дистанцию. Вместо этого он кажется комфортным, непринужденным и полностью самим собой рядом с Чингуком, признак доверия, которое возникает только от ощущения истинного принятия. Те, кто питает обиду, часто не понимают, что подобные отношения рождаются не из желания спровоцировать, а из эмоциональной честности. Тэхён и Чингук не создавали свою связь для того, чтобы за ними наблюдали или спорили, они просто жили ею, без притворства и без принуждения. Именно благодаря этой подлинности их отношения кажутся такими крепкими и долговечными, они не зависят от внешнего одобрения. В мире, который часто требует чрезмерной адаптации и компромиссов, они выбирают оставаться верными взаимному доверию, выбор, который одновременно тих и смел.